Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хотел бы показать вам фильмы двух известных мексиканских режиссеров, а именно Гильермо дель Торо и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Это достаточно известные в мире режиссеры, которые сняли много известных фильмов. И Алехандро Гонсалес Иньярриту и Гильермо дель Торо вместе с Альфонсо Куароном вместе называют «Три амиго». И фильмы двух из этих трех амиго я покажу в сегодняшнем видео. Итак, я начинаю. И первый фильм — это у нас картина Гильермо дель Торо «Хеллбой. Герой из пекла». Первая часть. Экранизация известного комикса про данного персонажа, про Хеллбоя. Данного персонажа в двух фильмах, этом и следующем, сыграл Рон Перлман. И данное издание появилось у меня в коллекции совсем недавно. В предыдущем видео вы могли увидеть такая вот картина. Да, и данный фильм, прокатчиком его была студия Sony Columbia Pictures. Такое вот издание. Далее, следующая картина Гильермо дель Торо. Это вторая часть. Hellboy 2. Золотая армия. Здесь у нас снова в роли Хеллбоя актер Рон Перлман. Здесь уже издание побогаче. Это у нас издавал Universal Pictures and the Play. И это последнее издание данного фильма. Здесь видим на обложке другой арт у диска, чем у слипа. Присутствуют здесь два буклета. Один буклет — это у нас записки режиссера Гильермо дель Торо. Записки, наброски, которые он делал при создании данной картины. А другой буклет — это комикс к данному фильму про Хеллбоя. И также здесь видим персонажей из фильма. Далее само издание. Присутствует, конечно же, внутренний арт с персонажем главным, с Хеллбоем. И также есть карточки в данном издании. Сзади они выглядят вот так. А спереди здесь у нас кадры из фильма. Такой вот персонаж. Такой вот персонаж. И три персонажа из картины на одном кадре. Такие вот карточки в данном издании. Это была дилогия про Хеллбоя с Роном Перлманом. И эти две части снял режиссер Гильермо дель Торо. Далее переходим к следующей картине, которую уже снимала независимая студия. Это у нас «Лабиринт Фавна», известный фэнтезийный фильм от Гильермо дель Торо, события которого происходят на фоне войны в Испании. И это издание этого фильма на Blu-ray.
Данная картина, как мы можем видеть, является лауреатом 3 премий «Оскар», а именно лучшее художественное оформление, лучший грим и лучшая операторская работа. Такая вот картина. «Лабиринт фавна». Далее переходим к следующему фильму. И это картина Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж» в таком вот необычном издании. Здесь мы видим фигурку робота меха егеря из данной картины. Издание российское. Достаем. Здесь мы видим фон для данной фигурки. Сама фигурка, которая является также футляром для дисков. Открываем. И здесь 3 диска в данном издании. Диск с фильмом, диск с дополнительными материалами, а также диск с фильмом в формате 3D. Такое вот интересное место для хранения дисков. И также присутствуют здесь карточки в данном издании. Карточки металлизированные. Их здесь всего 6 с изображениями этих самых меха-роботов из данной картины. И последняя 6-я карточка. Такое вот необычное издание данной картины. Также он выходил и в других изданиях, но мне попалось именно такое вот необычное коллекционное издание данного фильма. «Тихоокеанский рубеж» от Гильермо дель Торо. Далее переходим к следующему фильму. Это у нас «Багровый пик». Еще один фильм Гильермо дель Торо. Представлен у меня в стилбуке, в чешском стилбуке. Снимаем техничку. Видим здесь такое вот изображение. Видим, здесь у нас снялись Мия Васиковская, Джессика Честейн и Том Хиддлстон. Сзади стилбука такое вот изображение. Открываем. И здесь тоже мы можем видеть внутри стилбука изображение. И такой вот диск. Это у нас тоже фэнтезийная картина от данного режиссера. «Багровый пик». Чешское издание в стилбуке. Далее, последний фильм, который у меня есть в коллекции от Гильермо дель Торо. Это картина «Форма воды». Тоже известный ему фильм, за который он был удостоен 2 Оскаров. А именно Оскара за лучший фильм, а также Оскара за лучшего режиссера. А также сам фильм был удостоен еще 2 Оскаров за лучший саундтрек и лучшую работу художника-постановщика. Здесь у нас рассказывается про человека-амфибию. И он принес, как и сказал раньше, сразу 2 Оскара для режиссера Гильермо дель Торо. «Форма воды». И это были все 6 фильмов, которые у меня есть в коллекции, которые хотел вам сегодня показать. А также осталось 4 фильма режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту. Первые 2 издания это у нас будут диджипаки с DVD. И первый фильм это у нас испанский фильм, точнее мексиканский фильм. Да, мексиканский фильм «Сука, любовь». Первая картина Алехандро Гонсалес Иньярриту.
благодаря которой он заявил о себе, как можем видеть здесь по списку всяких наград и номинаций. Внутри такое вот изображение здесь присутствует. Такие вот кадры из фильма. И здесь у нас два диска. На первом диске фильм, также некоторые дополнительные материалы, а на втором диске только дополнительные материалы. Здесь мы видим еще некоторые кадры из фильмов в данном издании. Это был фильм Алехандро Гонсалес Иньярриту «Сука, любовь». Дебютная его картина. Далее еще один диджипак. Это у нас уже другая его картина. Фильм «Сука, любовь». Фильм «Вавилон». Здесь мы видим от режиссера фильма «Сука, любовь» и 21 грамм. Здесь у нас в этой картине снялись Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсия Берналь и Кодзи Якусё. Видим Брэда Питта и кадры из фильма. Здесь информация о фильме, а также технические данные издания. Здесь у нас также два диска. На одном диске фильм, а на другом дополнительные материалы. И видим за дисками кадры оживленного города из данного фильма. Фильм «Вавилон». От режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту. И далее два Blu-ray издания с фильмами Алехандро Гонсалес Иньярриту. Первое, это у нас такое вот издание, фильм «Бёрдман». Он принес Алехандро Гонсалес Иньярриту Оскар. Также он стал лучшим фильмом года, данная картина. Особенность данной картины в том, что здесь как бы создается иллюзия кадра, иллюзия без склеек, съемок. И в данной картине снялись Майкл Китон, Зак Галифианакис, Эдвард Нортон, Андреа Райсборо, Эми Райан, Эмма Стоун и Наоми Уотс. И полное название картины «Бёрдман» или «Неожиданное достоинство невежества». Такое полное русское название данной картины. Такой вот фильм. И, наконец, последний фильм, который хотел вам сегодня показать, от Алехандро Гонсалес Иньярриту. Это картина «Выживший». Тоже известный фильм. Помимо Леонардо Ди Каприо, которого мы видим здесь на кадре, и здесь у нас также снялся актер Том Харди. Такая вот накатка диска. И это тот самый фильм, благодаря которому Ди Каприо наконец-то получил Оскар. А снял, как я уже сказал ранее, данную картину режиссер мексиканский Алехандро Гонсалес Иньярриту. Это было последнее издание на сегодня, которое я хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.